Так, всем доброго утра. Все прекрасно знают, что я работаю до утра, поэтому для вас это не должно быть шоком или удивлением. Перед сном хочу провести один важный прямой эфир для практиков и пойти отдохнуть. Пока народу мало, как раз очень удобно в такой момент провести. Итак, я очень много дарила практикам и дарю, и буду дарить полезного и нужного. В том числе о вратах магии, в том числе об ошибках, которые можем допустить, в том числе как лучше делать ту или иную работу и так далее, и так далее. Очень много, великое множество. Мало того, что снятие всяких, скажем так, порчи, проклятий для простого человека и не только, да и работы, которые для простого человека ничем не слабее. Просто они безопаснее для обычного человека, но практик точно так же может взять и провести ритуал очищения вот ритуалами для всех. И для себя, и для других. Демонический мир полностью я попыталась раскрыть. Дьяволическое древо богов, силы, как к ним обращаться, какие силы лучше и быстрее слышат и помогают. Порча на смерть, лечение людей, лечение детей, отчитки. Одним словом, огромное количество работ за очень короткое время было отдано вам. И обычному человеку, и необычному. Теперь хочу дать определенные советы, рекомендации, как можно использовать тех, кто с тобой враждует, когда не имеет на это права. Сейчас мы не будем обсуждать врагов, кто они такие, почему они это делают. У каждого свой мотив. Кто-то завидует, кто-то конкурирует, кто-то боится, кто-то ненавидит, кто-то чего-то захотел, не получил, кто-то мстит, потому что озлоблен на весь мир и так далее. Это не имеет значения. Об этом уже мы говорили, обсуждали. Мы сейчас не о врагах. Мы о том, как использовать этих врагов себе во благо. Следующий момент. Хочу вам сказать, что ведьмы разумные создания, они не будут просто так, абы кому попало делать порчи. Это тоже знаете. У них нет такой цели всем подряд навредить, всем подряд что-то навести, как-нибудь испоганить жизнь людям. Такой цели у ведьм не было никогда и не будет. Они весьма сдержанные и сильные натуры. И в своем ролике «Убить или не убить», вот в чем вопрос, я в этом ролике объяснила вам, что для того, чтобы убить, уничтожить человека, должна быть веская причина. Даже тот момент, что человек, скажем, мешает тебе жить, портит нервы, да, распространяет о тебе клевету и ложь, тоже не причина и не повод, и, скажем так, не совсем достаточный повод и мотив, чтобы убрать этого человека с этой жизни. То есть уничтожить и убрать более всего оправдано, когда мы понимаем, что от этого человека исходит реальная опасность для своей семьи, для себя. Вот тогда мы можем человека убрать, кем бы он ни приходил нам. Далее, кем бы ни приходился, да. Второй момент. Если даже человек к тебе приходит для того, чтобы заказать кого-либо, прежде чем браться за это, нужно посмотреть, насколько это справедливо. Наказать насильника, который избежал тюрьмы, наказать жестокого человека, на которого нет управы, наказать подонка и прочее, прочее. То есть человек должен настолько нарушить
законы Вселенной, чтобы силы дали его в твои руки и разрешили с ним сделать все, что угодно. К ведьме липнут люди разных слоев населения, потому как она, как врачеватель душ, к ней приходят больные люди, то есть люди с больной судьбой, да, разбитой судьбой. Есть и тюремщики, есть и люди, которые занимались всякими эскорт-услугами, женщины. Да, они приходят исправлять свою жизнь, они хотят начать с нуля, они хотят убрать это проклятие, они хотят жить новой человеческой жизнью. Но в то же самое время могут прийти врачи, интеллигентные люди и достойные. То есть это разносторонние люди, поэтому ничего удивительного, если рядом с ведьмой оказываются люди и подлые тоже в том числе. Это нормальная вещь, поскольку она для того и приходит в этот мир, чтобы помогать изгоям в этой жизни подняться и исправить свою жизнь. И причем изгои это не обязательно, чтобы они пьяные валялись под забором. И это могут быть очень красивые, замечательные, талантливые люди, но которые изгои, которые никак не могут себя реализовать. Так вот, речь о том, что ведьме мстить может человек глупый, безрассудный, не думающий о будущем. Потому что любой человек, который коснулся ведьмы, рано или поздно был очень жестоко наказан. Его жизнь превращалась вообще в некое такое, ну просто дерьмо, а не жизнь, можно сказать. Никакого развития, никакого счастья. Знаете, некоторые, может, ожидают, что порча – это вот такой мужик с кувалдой, который за тобой гонится и бьет тебя по башке. А на самом деле порча – это потеря жизненной силы, это закрытие удачи. Это когда у тебя ничего не получается больше в жизни, когда все отворачиваются, когда у тебя безысходность, когда последние деньги уходят на то, что у тебя внезапно кошка заболела или кран, знаете, потопил весь дом. То есть порча – это нескончаемый, просто бесконечный поток неудач, который тебя в конце концов гонит в нищету, в безысходность и отбирает здоровье. Есть несколько составляющих жизни человека. Это его здоровье, его карьера или работа, то есть это и есть и деньги, и работа, да, семейная жизнь и общественная жизнь. Любой из этих затрагивая, и у человека начинается омерзительный период. Бьешь по семье, ему просто, ну, адское житье. Он не может находиться в семье, следовательно, он нервничает, следовательно, он плохо работает, следовательно, он не может заработать, следовательно, он обнищает. Конечно же, он от этих стрессов заболеет, опозорится, и общество перестанет его принимать. Ударишь по обществу, по общественной жизни человека, он опозорится, его выгонят, от него отвернутся, следовательно, семья начнет конфликтовать, следовательно, начнется бедность, нужда и так далее. То есть любая сфера человеческой деятельности – это цепочка. И какой бы аспект ты ни затронул, у человека готовая порча. Теперь, к чему приходят к ведьме люди, враждующие с ней? Есть несколько категорий людей безрассудных. Первые хотят с помощью ее имени сделать себе имя, то есть вот самой этой ведьмы враждует вот какая храбрая женщина. Помните, да, вот моська и слон, вот скажут все собаки, вот моська, видать, бесстрашная, раз уж лает на слона. То же самое, то есть люди скажут, вот, смотрите, какая храбрая женщина, не испугалась, как мы все. Пошла таки против нее, начала там ей гадости говорить, начала ей там всякое делать, мешать жить, на нервы действовать. Скажут, может, похвалят за ее великую храбрость, но сами на всякий случай будут сидеть и наблюдать, потому что побоятся, потому что у них все-таки мозги вроде есть. Что там? Одну секунду.
какое-то движение, ну ладно. Дальше. Но через некоторое время те, которые не вмешивались, молча наблюдали, будут благодарить всех богов, что у них хватило ума не следовать примеру этой дамочки, потому что у этой дамочки начнется такой ад в жизни, что она просто пожалеет, что родилась на свет. Это первый вариант людей, которые хотят себя прославить, ну вот озлоблены на всю свою, знаете, на свою жизнь. И вот хотят таким образом как-то себя самоутвердить, что ли, как-то хотят себя реализовать, в общем, поднять свою планку в собственных глазах вот так вот глупым образом. Второй момент – это люди, которым терять нечего. Это калеки по жизни, калеки и морально, и физически, и они вот ищут смерти. Они таким образом ищут смерть. Они затрагивают сильных людей для того, чтобы на них что-то навели, чтобы они, скажем, сдохли, вот под трамвай попали или еще что-нибудь. То есть, да, отправьте. Чтобы они, ну, то есть они ищут смерть с помощью тебя. То есть хотят, чтобы ты что-то сделал, чтобы их не стало на свете. И третий момент, это касаемо чего, Натали? Опять копирует меня? Я уже устала вот это видеть. Опять копирование или что-то другое? Намекни, потому что, честно, настолько уже устала вот это все смотреть. Уже чтобы я была готова. О, Господи. Ну хорошо, давайте. Давайте, киньте, попозже посмотрю. Третий момент. Третий момент, когда тебе в руки приходят эти люди для того, чтобы ты их наказала. Вот у них по судьбе есть это наказание. И дают тебе в руки, чтобы, столкнувшись с тобой, они получили свое наказание в этой жизни. Теперь я хочу поделиться несколькими рецептами, как сделать так, чтобы не порчи наводить на этих людей, а просто вытянуть с них силы. Потому что наведение порчи, дорогие друзья, это трудоемкая работа. Это, ну как бы сказать, человек устает, человек напрягается. В общем, это потеря времени, сил и прочее, прочее. Есть попроще варианты, которые помогут вам использовать своих врагов себе во благо. Во-первых, хочу вам сказать, что враги нам даны для закалки. Они усиливают нас и наш характер. Они дают нам возможность в следующий раз не быть милосердными к тем, когда твое сердце подсказывает, что это человек подлый, а оно подсказывает. То есть это, с одной стороны, очень даже нормально, очень даже нужно. Но как бы сделать так, чтобы себе во благо использовать врагов? Во-первых, скажу, что их энергия, она очень полезна, и эту энергию можно выжимать. Во-вторых, скажу, что скандалы, интриги, расследования, всякая гадость, написанная про тебя, наоборот, пробуждает о тебе интерес всего окружающего. Это доказанный факт. Было, есть и будет. Чем больше о человеке говорят плохого, тем более интересно узнать, что это за человек. Люди приходят, узнают и остаются у тебя, понимая, что ты на самом деле совершенно иной человек и радуются тому, что где-то про тебя плохо сказали, вот после чего они узнали о вас, и много чего стало, да, на свои места. Но существуют такие варианты, как можно выпить своего врага и тем самым использовать его ресурсы жизненные себе во благо, вместо того, чтобы хотеть делать порчи. Дорогие друзья, для этого не обязательно даже знать в лицо этого человека, для этого не обязательно даже иметь его фотографии, достаточно фантом. И сильные практики знают, как вызывать фантом человека. Фантом человека – это генетика его души. Я о фантоме человека уже рассказывала, не будем по 100 раз говорить. Вот
ДНК– это носитель нашей физического кода генетики. Да? ДНК отвечает за цвет глаз, за национальность. Ну, национальность это так условно передается. За цвет кожи, за характер, за многие черты характера и так далее. А вот фантом– это ДНК нашей души. То есть фантом– это энергетический сгусток, в котором сохранены все наши качества, внутренние, подсознательные качества, все наши мечты, все наши страхи, все наши опасения, весь наш внутренний мир. Вот этот внутренний мир подзывается и забирается оттуда то, что тебе нужно. Первое. Выпить силу. Выпивайте энергию своих врагов. Во-первых, делайте акцент на то, что им на самом деле не нравится. Вот что им на самом деле не нравится, что они обсуждают более всего, это больше всего и показывайте. Не нравятся им подарки, чаще всего показывайте эти подарки. Не нравятся им твои книги, чаще показывайте книги. Не нравятся им твои ритуалы, выкладывайте очень интересные, хорошие ритуалы, как можно больше. Их ненависть, вот эта энергетика внутренняя, вот эта трясучка, понимаете, вы их вампиризируете, вы их забираете, вы выпиваете их силу, их энергию. Тем более, что ведьма питается как раз такими отрицательными эмоциями, как растение питается углекислым газом. Они чахнут, вы усиливаетесь. И через некоторое время вы понимаете, что вы добиваетесь большего и большего, невзирая на ненависть и ненависть, а они не понимают, почему вы столького добиваетесь, невзирая на то, что они на вас тявкают и тявкают. Но они чувствуют, что они обнищали, что они потеряли все, а вы, наоборот, выпиваете своих врагов, делаете акцент на то, что им не нравится. Им не нравится, что ты в красном платье ходишь. Они обсуждают это красное платье, надевай это красное платье почаще. Потому что каждое обсуждение, каждый разговор в твою сторону, он будет бить по ним. Следующий момент. Фотографии врага, либо фантом врага. Одно дело очищать людей и через себя пропускать все их бедствия. Второе дело перекидывать на человека. Кто-нибудь спросит, а если они снимут? Никогда не снимут, это нереально. У сильных практиков ничего снять невозможно. Невозможно. Если я снимаю основное количество, это печати, с этими рождаются люди. Понимаете? Либо редкий случай, скажем, бывает, что кто-то баловался, какой-нибудь дилетант что-то навел, и это можно снять. Но чтобы снимали сильные работы практиков, ну, это нереально почти. Умный практик за это и не возьмется, видя, что это сделал сильный человек, скажет, я не возьмусь за это, идите отсюда. Так вот, сделай перекиды на этих людей. Это разные варианты, которые можно использовать, можно все вместе. Перекиды, то есть легче всего снять болезнь человека, взять и перекинуть с одного человека на другого. Сделайте перекиды на своих врагов. Быстрее очищайтесь. То есть быстрее будут очищаться люди, которые к вам приходят. Быстрее будет результат. Люди будут довольны, а все болезни, все болячки, все неудачи будет носить твой враг, обвешанный как елочными игрушками. Третий вариант – крадник. Украсть, если есть молодость, украсть. Если есть какая-то удача, украсть. Хотя навряд ли удачливые люди тявкают. Ну, например, здоровье украсть. Может, у него, скажем так, голова не болит, здоровая, а у тебя болит. Скинь головную боль на него, а его здоровую состояние головы забирай себе. До того момента, пока у него в голове не начнется страшная болезнь, и тогда остановись, закрой его и выкинь к черту. То есть больше уже красть нечего. Крадник. Сделай этому человеку крадник. Если на тебя тявкнул человек, который большой начальник, сделал больно тебе ни за что, забери его в высокое положение. Нет, тебя начальником никто не поставит. Но те доходы, которые он получал, какую-то часть будет идти и тебе. То есть от твоих работ будет идти. Но в любом случае ты можешь украсть его связи, ты можешь украсть его положение, его уверенность, ты можешь украсть его удачливость, а его закрыть и выкинуть. Все.
Не хочешь, чтобы ведьма с тобой это сделала, не затрагивай этого человека. Потому что для того, чтобы ведьма взялась за такое, ее надо очень сильно довести. Реально до такой степени сильно, чтобы она за тебя взялась. Далее. Для очень сильных работ нам нужно много чем жертвовать. Иногда мы что-то снимаем или мы что-то делаем такое сильное, и потом болеем, плохо себя чувствуем, потому что бесы забирают у нас определенный откуп энергии. Иногда даже кровью можем упасть, удариться, можем порезаться, пораниться и так далее. Бывают такие случаи. Чтобы такого не было, отдай своих врагов корм бесам. У тебя есть такая власть, у тебя есть такая возможность. Отдай их, и взамен попроси себе вот это, вот то. А кто будет жертвой? Вот этот и этот отдаю вам. Их есть определенный ритуал, и у меня есть такой ритуал отдать врагов в откуп. Пожалуйста, отдавай. Зачем свою кровь тратить? Зачем свое время? Зачем болеть после работы, если кто-то может болеть за тебя, если кто-то может упасть и пораниться вместо тебя? Правда ведь? Отдавай их корм бесам. Вот и все. Не порчи ходи делай, а используй их по полной программе. Выжимай с них все, что возможно, и выкинь, как выжатые уже лимоны, тряпки, которые никому не нужны. Знаете, отделай их, как бог черепаху. И после этого они уже сами понимают, что они опустошились. Все. После того, как они связались с тобой, их жизнь превратилась в какое-то адское колесо. Вот, собственно, что надо делать, дорогие друзья. Профессионалы делают именно так. Они не берут просто так каждому козлу делать какие-то там, знаете, ритуалы мести, какие-то там закапывать на кладбище. Зачем? Взял фотографию, перекидываешь болезни, лечишь людей. Люди говорят, спасибо большое, низкий поклон. У меня ребенок начал говорить, у меня ребенок начал ходить, у меня брат выздоровел, у меня там онкологию сказали, что она закончилась прям каким-то чудом. Зато твой враг скоро будет болеть онкологией и сдохнет, потому что ты перекинула ему эту болезнь. Никуда не денется, он умрет, и он не найдет это спасение. Он получил по заслугам. Зачем связывался? Зачем тебя трогал? Зачем тебя обзывал? Зачем над тобой смеялся? Зачем говорил тебе гадости? Зачем кого-то подговаривал снимать лживые ролики о тебе? Зачем грязный форум создал? Зачем он это сделал? Он же это сделал, он же тебя не пожалел. Он же не подумал, это женщина, зачем ее обижать, это некрасиво. Она все-таки мать, она все-таки человек. Нет, он же не подумал об этом. Он просто над тобой глумился и получал кайф. Прекрасно, вот теперь ты глумишь над ним и получай кайф. Но в то же самое время с пользой для себя используй этого человека. Просто перекидывай что-нибудь, онкологию на него. Вот он для тебя как мусорная корзина, куда ты перекидываешь болезни людей. Через некоторое время увидишь человека, морда опухла, глаза вылезли, какие-то неадекватные вещи творит, жизнь стала говном. Все, постепенно он до свидания. Как говорится, пишите письма, да? Все, какая порча, о чем речь, зачем она нужна? Столько народу лечить надо. Господи, вся гадость, все говно, все, что есть, перекидываю на них. Вот и весь сказ. Хуже этого порчи не существует. Пойдемте дальше. Если ваш враг здоров, если он здоров физически, вы можете вполне его выпивать, забирать его здоровье себе постепенно. Это делали древние времена, это делают сейчас. Ну, умелые люди, да? Ведь мы никогда просто так человеку не навредим. Наша работа, наша деятельность в основном направлена на я не собираюсь никого учить, я не хочу, чтобы вы больше такое в жизни своей, до конца своих дней, вот до последнего дня своей жизни, чтобы вы такое больше сюда не писали. Вы меня поняли? Этот эфир для ведьм. Посмотрит обычный человек, пусть смотрит. Но никогда в жизни не смейте больше то, что касается практиков, говорить, даже намекать до самой своей смерти, чтобы я вас этому научила. Поняли меня или нет? Продолжаем. Итак, а, значит, следующий момент. Здоровье. Забирать здоровье. Если он здоров, конечно. Нельзя... не все понятно, извините, Катерина Луст. Извините, иначе вы пойдете в мусорку и больше здесь писать не будете. На нее смотри, все понятно ей.
Итак, забирать здоровье, подлечиваться за счет него. Когда он уже превратился в калеку, отпустите, закройте его, все. Перекинуть бедствия, неприятности. У вас приходит человек, у него суд, у него разборки, у него что-то там такое, вот чуть ли не срок грозит. Перекиньте эту беду на вашего врага. Просто перекиньте на его фантом, на его фотографию. Есть перекиды, все практики пользуются перекидами, знают, как это надо делать. Перекиньте эту беду на вашего врага. Спокойненько перекинули, вот, скажем так. Дальше, значит, его через некоторое время у него возникнут проблемы с прокуратурой и с властями. А человек, который к вам обратился, он выйдет, у него все будет хорошо. Такие вещи уже делала. Вы можете уже наблюдать у некоторых людей преследование прокуратуры и так далее. Это не случайно и не с воздуха пришло. Когда я что-нибудь делаю, да, когда я кого-нибудь наказываю, после этого появляется столько могуек, которые поднимают руку, там, знаете, это я сделал, я, на мясокомбинат я и везде я. То есть дело сделано, можно себе присвоить. Да, присваивайте на здоровье, Господи, и так вы херня. Так, значит, следующий момент. Забрать жизненную энергию. Энергия жизни. Вот сколько ему дано, сколько у него в запасе, у человека есть в запасе определенная энергия, сколько энергии он должен за жизнь использовать. Одна часть энергии уходит, вторая часть приходит на место утраченной энергии, обновляется и, скажем так, вот сколько у него есть в запасе жизненная энергия, вы потихоньку забираете себе. И поэтому у вас хватает на все времени. Вы спрашиваете, а как же вы вот столько работаете, несколько часов спите, и столько и пишете, и успеваете? Ну вот догадайтесь 3 раз, как же я это делаю. И почему мои, например, эти шавки ручные, да, раз в месяц что-нибудь снимают, а потом, если и снимают, у них на опухших рожах написано, что у них не жизнь, а мучение. Догадайтесь 3 раз, почему так происходит. Оставляя на вашу фантазию. Далее. Перекид на вражьих детей. Ну, вот сейчас скажут, там морально как-то нехорошо, дети не виноваты. Нет, дети отвечают за своих родителей, родители отвечают за своих детей. Когда затрагивают твоего ребенка, твою семью, тебя вообще, твои болезни, твои трудности, твою боль, пытаются причинить боль, высмеять тебя, обсмеять, принизить твои работы, когда пытаются тебя выставить там обманщицей и так далее, ты имеешь полное право наказывать так, как считаешь нужным. Еще раз говорю, если вор лезет в ваш дом, вы навряд ли думаете, как бы ударить этого вора, да, чтобы ему не было больно. Вы бьете, чем попало. Вот то же самое касается ведьм. Ты затрагиваешь ведьму, она будет затрагивать всех, кого ты любишь. Если ты трогаешь этого человека, у этого человека есть священное право на месть. Вот перекиды и прочее, прочее могли бы не получаться, если бы человек передо мной не имел моральные, как вам сказать, моральную вину. Если он виноват, я имею полное право, и мои руки развязаны, я могу делать с ним все, что угодно. Мне это уже позволено. Перекидывать очень легко и просто лечить детей, которые к вам приходят, перекидывая на их детей. Не скажу, что я часто этим занимаюсь. У нескольких людей я это делала, и они бегали и до сих пор бегают по больницам, лечили своих детей. Но это были омерзительно конченые мрази, которые реально это заслуживали. Потому что прежде чем это делать, мы предупреждаем 100 раз. Но когда мы видим, что человек либо надеется на авось, либо думает, что ты шутишь и блефуешь, да, то мы должны доказывать, что мы этого не делаем. И вообще существует понятие честь мундира. Кроме того, сила магии может наказать тебя за свою слабость. Если ты не постоишь за эту силу, она сама тебя же и накажет за твою слабость и мягкотелость. Так что можно еще использовать таким образом, дорогие друзья. Скинуть смерть людей.
Да, это последнее дело, но можно и это делать. Последнее не имею в виду, что это плохо, а я имею в виду, что лучше их выпивать и уничтожать вот таким образом. То есть использовать во благо, как топливо, знаете, для, для камина и греться, чем сразу взять это и убить. Ну, толку от того, что они сдохнут, мне будет. Лучше я перекину на них болезни, лучше я сделаю родники, лучше я корм бесам отдам за счет того, что я хочу. Ну вот я хочу машину, и я говорю, вот такого, такого, такого отдаю вам в корм. А мне нужна машина вот в такой срок, в течение месяца. Я хочу купить такую машину. Мне приходит эта сумма в течение месяца, а бесы берут откуп с них. Вот и все. Имею ли я право морально? Имею право. Они мои должники, понимаете? Они мои должники. Они не извинились, не попросили прощения, не покаялись. Значит, они мои должники. Я вправе. Они у меня как в рабстве. Я вправе с ними делать все, что угодно. Потому что они мне сделали больно, они причинили боль, и при этом это сделали ни за что, ни про что. То есть я э, этого не заслуживала. Я сделал добро человеку, человек ответил злом. Он мой должник. Он неблагодарный, он мой должник. Он мне должен по гроб жизни. Потому что я ему сделал много хорошего. А он ответил злом. Имею я право с него брать его жизненную силу? Имею право перекидывать ему болезни? Они будут работать? Будут. Потому как я отдала много, и я морально перед ним не виновата. Понимаете, в чем дело? Вот в этих случаях делайте с ними что угодно, потому что они полностью перед вами виноваты. А значит, они обязаны и могут отвечать. Дальше. Скинуть смерть с людей. Да, можно, если чувствуете, что можно обменом менять судьбы, то есть вместо одного человека отдать жертву другого, вот сила смерти приходит, обмануть силу смерти, отдать эту жертву, эту душу, вместо той души. Было такое, уходили они. А на кого это было перекинуто, да, их нету. А с кого было перекинуто, они до сих пор живы. Хотя у них были последние стадии болезни некоторых. Э, Вот так можно использовать. И последнее. Существует такая книга смерти. И мне кто-то говорил, что даже фильм такой снимали. Ну, естественно, все эти фильмы, они основаны на реальных, ну, не на реальных, ну, на поверьях, на знаниях магии основаны такие фильмы. Фантастики, может быть, кто-то думает. Книга смерти существует. У каждой ведьмы может быть своя книга смерти. Черная книга, куда она пишет имена тех, кто ей мешает. И через некоторое время этих людей не становится. Это зависит от того, насколько ты сильный практик, насколько у тебя сил хватает делать такие работы. Если у тебя уже разрешение, если у тебя уже практически демонический уровень до такой степени, что твои мысли сбываются и слова, то ты можешь уже вполне себе позволить создать книгу смерти, куда будешь записывать именно тех, кто тебе мешает. Через некоторое время они будут умирать, а может, будут умирать их вся семья. Такое тоже реально и возможно. Дорогие друзья, вот это малая часть, которую я вам раскрываю, и эти все, скажем так, приемы, они, э, они все очень, скажем так, да, не смотрел этот мультик. Они очень действенные, очень нужны и эффективны. Вместо того, чтобы идти делать порчи и тратить время, тратить средства, свои силы отдавать, болеть после этого, потому что порча – это очень трудоемкая работа, используйте своих врагов себе во благо, потому что враги нам даются силами для того, чтобы нас закалять, для того, чтобы мы стали более опытные, для того, чтобы как раз через их силу подняться и помочь себе самим и другим людям. Ну и еще и наказанные души, они приходят к ведьме для того, чтобы получить свое наказание. То есть они идут к нам в руки не просто так и не случайно. Если вы имеете морально на это право, вы можете делать что угодно. Если человек вас обидел, ни за что вы этого не заслуживали, потому что мы никогда не нападаем, мы всегда защищаемся, то вы имеете полное право это делать. Ну, у хирурга свое кладбище, когда он испытывал, да, себя как хирург, у ведьмы немножко по-другому. Ну, можно сравнить. Где-то можно сравнить. А, Когда я говорю о том, что все, кто касается ведьмы, рано или поздно очень
об этом жалеют. Может быть, кто-нибудь думает, что я специально запугиваю. Многие так и говорят. Запугивать. Нет, уважаемые люди, я, жалея вас, просто предупреждаю и говорю. Просто так, если этот человек вам, кроме добра, ничего плохого не сделал, не трогайте эту женщину. Если вы с ней дружите, если вы ее уважаете, если вы к ней относитесь достойно, то в вашей жизни будут перемены в самую лучшую сторону, потому что ведьма разрушитель. Ведьма разрушает и плохое, и хорошее. Если вы к ней уважительно, то она разрушит в вашей жизни все препятствия, все трудности, всех врагов устранит, всем отомстит за вас. Очень много принесет вам перемен, и ваша жизнь изменится. Но если вы этого человека ни за что затрагиваете, если вы врете, если вы из-за того, что она вам отказала, нагло, низко мстите, идете, пишете о ней, что там она вас хотела кинуть, какую-то гадость написать, просто на ровном месте человек, который абсолютно не виноват перед вами, вы ей делаете грязные такие, знаете, гадости за спиной, то будьте готовы, что силы этой ведьмы вам будут мстить. Мало того, если она еще и узнает это все, она вас использует по полной программе и вас, и вашу семью. Даже не сомневайтесь. И она не будет чувствовать себя виноватой, потому что ведьма – это такой человек, который очень-очень-очень много прощала. Вы знаете, когда ангелу ломают крылья, ангел превращается в демона. Так вот, ведьма – это как раз бывший ангел, который уже давно превратился в демона. Так вот, дорогие друзья, именно те, которые ведьмы и которые практикующие. Их очень мало, но они есть. И те, которые собираются что-либо говорить или делать непристойное человеку, который владеет силой. Я вам раскрыла тайну, как на самом деле ведьмы используют хладнокровно, спокойно своих врагов для своих целей. Именно так и должно происходить. Это самая правильная месть во благо себе и другим. Использовать того, кто недостоин был твоего милосердия, ради тех, кто достоин, спасая тех за счет его жизни, его здоровья, перекидывая свои трудности, свои усталости на этих людей, а у самой будет энергия просто выше крыши. И ты будешь все в этой жизни успевать, потому что твои враги даны тебе как топливо. Они даны, чтобы, используя их ресурс, ты добивалась всего. Вот так и надо поступать. А не ходить со свечами, закапывать каких-то ублюдков, начитывать, тратить на них время и силы. Зачем? Зачем, если можно выжить их, как пауки выжимают с мухи все соки, а после их отпустить? Всем удачи и всех благ.